Я думаю, если вы смотрите сегодняшнее видео, наверняка вы любите растения. Если вы любите растения, я думаю, вы любите осень, потому что именно осенью наши растения становятся цветными и великолепными. Но помимо цветных листьев, на многих из них появляются цветные ягоды. И вот эти ягоды привлекают большое внимание детей. Но оказывается, не только детей. В комментариях к своим видео я часто читаю, про то или иное растение, когда рассказываю, часто читаю такой комментарий: а ягоды съедобные? Что мне никогда не было понятно. Неужели нет нормальных съедобных ягод? Но тем не менее, раз такой вопрос звучит постоянно, значит, об этом стоит рассказать. И вот сегодняшнее видео как раз об этом. Какие ягоды вы можете встретить и насколько они ядовиты или съедобны. Давайте начнем вот с этого растения. Смотрите, какое красивое. Темные такие листья, глянцевые, кожистые, остренькие на концах. И вот эти великолепные ярко-красные ягоды их украшают. Прямо такой рождественская открытка. Не случайно, потому что это падуб. Его как раз и используют, вот эти ветки срезают, используют, делают из них рождественские венки. Но имейте в виду, что вот эти яркие, как конфетки, такие ягодки, они тоже ядовитые. Не смертельные, конечно, но тем не менее. Расстройство желудка, тошнота, рвота. Хотя, конечно, сколько съесть. Возможно, что будет более серьезный эффект, если съесть их много. Но тем не менее, вот украшает здесь очень часто этим растением дворы, украшают улицы. Оно нормально себя здесь чувствует. Очень красивое растение, одно из моих самых любимых. А вот это растение очень ядовитое, причем смертельно ядовитое. Тис ягодный называется. Но здесь ядовиты не вот эти ягодки, их как раз в принципе можно есть, хотя я бы не стал. Здесь ядовитая вот эта хвоя. Поэтому, если вы трогаете его руками, обязательно тщательно после этого мойте руки. И уж точно ни в коем случае эту хвою, эти веточки не стоит засовывать в рот в качестве зубочистки, например. А ягодки, их едят птицы и, собственно говоря, разносят по всей округе, и он сеется. Вот здесь тис ягодный в большом количестве растет, именно, наверное, благодаря этим самым птицам, которые разносят семена. Вот, смотрите, какое растение. Это называется жимолость шапочная. Я когда-то снимал про нее видео, у меня на канале есть, ссылку оставлю, зайдите, посмотрите, если интересно. Это вечно зеленый, невысокого размера кустарник. Где-то 60-80 сантиметров максимум в высоту. Его стригут, и получаются вот такие массивы. У себя я высаживал его в виде бордюра, так, одно растение к другому рядышком. Здесь массивами прямо посажено, отлично закрывает почву, почвопокровник. Видите, снизу не растут никакие сорняки. Да, растут другие растения, вот там кизил всходит, здесь клен вырос, но сорняков никаких нет. Удалить вот эти одиночные саженцы довольно просто. Просто, здесь никто за ними не ухаживает, поэтому они там выросли. Очень красивое вечно зеленое растение, но есть одна такая у него особенность. У него образуются такие маленькие бусинки, черненькие шарики такие с фиолетовым отливом. Красивые смотрятся очень, но они ядовиты. Они, конечно, не смертельно ядовиты, но все же. Если вы их съедите, вам гарантировано расстройство желудка, тошнота, рвота может быть. Поэтому будьте с ним аккуратно. Красивое вечно зеленое растение, но вот с таким вот не очень хорошим, скажем так, эффектом. Там на заднем плане, видите, растение с оранжевыми ягодами. Это одно из моих любимейших растений, кустарников тоже. Туда мы не попадем, там частная территория. Но я знаю, где он растет рядом. Вот это растение поближе, наверное, вы узнали, это называется пироканта. Это пироканта с желтыми ягодами. Они есть желтые сорта, есть оранжевые сорта. Когда-то у себя я высаживал ее в виде живой изгороди. Причем желтые и оранжевые сорта комбинировал, чередовал. Я думаю, выглядит очень хорошо. Называется пироканта, это в переводе означает огненный шип. Огненный из-за вот этих ягод, а шип из-за того, что у него длинные шипы. То есть можно сделать, опять же, непроходимую какую-то живую изгородь. И очень красиво, видите, какие-то растения осенью украшают цветные листья, а здесь вот эти цветные ягоды украшают этот куст, причем в очень большом количестве. Ягоды, они в принципе не ядовитые, но они несъедобные. Они содержат какие-то цианиды, поэтому, конечно, кушать их сильно не стоит. Хотя, опять же, где-то в каких-то народных рецептах встречаются варенья из пироканты. Дело в том, что при длительной термической обработке вот эти вещества, которые, скажем так, не полезны для нашего организма, они разрушаются. Но это я вам советовать не буду, тут уж решайте сами. Чудесное растение. Кстати, птички его с удовольствием клюют. Есть тут даже ягодки поклеванные, я вижу.
То есть зимой он служит не только украшением сада, но еще и кормом для птиц. Естественно, внутри эти птички, мелкие животные, могут жить и спасаться от хищников. А вот это называется кизильник. Только не путайте с кизилом. Кизил – это дерен, его ягоды съедобные как раз. А это кизильник, он не съедобный. Он не сильно ядовитый, ну, примерно как пироканта. Там тоже цианиды какие-то содержатся. Но он просто несъедобный, не пытайтесь его есть. Зато посмотрите, какой из него великолепный массив почвопокровный, такой с красивыми красными, их очень много, с красными ягодами. Из-под вот этого почвопокровного растения фактически ничего пробиться не может. Его периодически стригут, но здесь немножко запущенный такой он. Но из-под него ничего пробиться не может, сорняки точно. Какие-то, да, одиночные там растения пробиваются, но удалить их не так уж сложно. Вот смотрите. Ягоды висят, похожие чем-то на малину, только на таких длинных хвостиках. Это дерен коуза называется. Великолепный кустарник, который красиво цветет и который дает еще вот такие плоды. Вот они съедобные. Если их разломать, там внутри такая мякоть. Довольно вкусно. Корочка, говорят, горькая, а внутри довольно вкусно. В восточных странах из них даже варят варенье. Ну, я имею в виду Япония, Корея, где-то там. Не путайте только с другими деренами. Есть дерен кроваво-красный, есть дерен белый. Вот их ягоды ядовитые. А дерен коуза очень даже ничего. А есть ягоды, которые не просто съедобные, но их еще и широко используют в кулинарии. Я думаю, вы узнали, это барбарис. Правда, не стоит, наверное, его собирать вот с таких мест, где проезжая часть, рядом машины паркуются. Посадите у себя на участке кустик барбариса, вы получите как бы 3 в 1. С одной стороны, это довольно декоративный кустарник. С другой стороны, он усеян колючками, вы получите непроходимую живую изгородь. Ну и третье, вы сможете заготавливать эти ягоды. Для чего? Плов без барбариса – это не плов. Наверняка у кого-то возникнет вопрос, почему именно эти растения я показал. Ну, потому что здесь они растут в округе, они широко используются в озеленении как общественных каких-то парков, так и в частных домах. Поэтому я их снял, то, что вот я здесь вижу, со своим внуком хожу и встречаю. Еще одна мысль, которую я хотел до вас сегодня донести. Прежде чем высаживать какое-то растение у себя на участке, внимательно и тщательно его изучите. Чтобы не задавать потом вопросы, а что с ним делать зимой. И чтобы, конечно, ни в коем случае не нанести вред своим близким. И, кстати сказать, своим домашним питомцам, кошкам и собакам, которые тоже любят полакомиться какими-то цветными ягодками. У особо въедливых, у особо внимательных зрителей возникнет еще такой вопрос. А какие ваши доказательства? Поэтому в описании я оставлю ссылки на интернет-порталы, где я беру, собственно говоря, сведения о растениях, когда они меня интересуют, ядовитые они или нет. Причем это не какие-то попсовые сайты, которые копируют тексты друг от друга или воруют их в Ютубе. Нет, это ссылки на интернет-порталы университетов, крупных, авторитетных, которые как раз и занимаются изучением растений и как раз на этот предмет, ядовитые они или нет. Ну вот, пожалуй, у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Хорошего вам здоровья. Увидимся.